Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами находимся на Казанском вокзале. Утро. И мы сегодня провожаем Валентину Ивановну на отдых. Едет она у нас в Сочи. Вот она, уже я ее вижу издалека. С разных сторон мы с ней зашли. Здрасте, Валентина Ивановна. Как жизнь молодая? Да ничего, она, видишь, бьет. Как добрались? Вот что-то у вас прекрасно. сумка скромная. Ничего себе, чемоданище. Ну а вообще видео смотрели? Посмотрела, кое-что смотрела. И как? Да, все нормально. Это, говорит, не борщ, это рагу, Валентина Ивановна. Не борщ, говорят, это рагу. Ну, это, если они не сумели сделать, да воды нормально не добавить. Какой же у нас это рагу? Да. Не, многие пишут, уже сделали. Да. И очень понравилось. Ага. Куда пойдем? А куда хочется. Во сколько у вас поезд? Ну, поезд у меня в 10 с копейками. Ну, Так время еще есть. Время достаточно. На 2 недели. Прочитал в комментариях, пишут, что вас поселят в 9-й корпус там в этом. Почему? Ну там 9-й корпус таких командировочных, как вы, селят. А как, что значит командировочная? Ну я так называю. И говорит, там по 3 человека в номере. Ну, Так это что ужас. расстрою вас немножко. Нет, ну, говорит, может, вам повезет. Нет, не в этом дело. Я узнаю, сколько будет доплата. Обычно за доплату дается одноместный номер. Но все зависит от администрации. Так вы сначала не хотели вроде с доплатой. А я и не хочу и сейчас. Дело в том, что я не собираюсь платить полную стоимость путевки. А это приблизительно так. А тогда как доплату? На какую? Ты приезжаешь с путевкой бесплатной. Я понимаю. Ты хочешь получить одноместный номер. Я понимаю. Стоимость путевки они знают сколько. Да. Приблизительно она там 40-50 тысяч стоит. Так? Да. Вот тебе столько же надо заплатить. У меня знакомые есть, платят, хотят жить одни. Я не собираюсь. Ну, а говорите, если что, я узнаю. Нет, Вы узнаете, сколько доплата, да? Стоит, да, да. И если в разумных В пределах, разумных пределах, да. В разумных пределах, да. А то будут храпеть там одеялка Даже до не потолка. с точки зрения храпеть. Когда 3 человека и кровати стоят впритык друг с другом, понимаешь, в чем дело? Не разойтись, не разъехаться. Ну, такого быть не может. Нет, и этого быть не может. А катить вам сумку легко? Легко. Это легко. Я несу. Ну, дайте я попробую. Это как... Давай, легко. Легко. Куда пойдем? Куда? Так. Давай, оглядись. Что тебе понравится? Я на твой выбор положу. А здесь, я не знаю, здесь есть кафе-то? Вот эти такие только. Завтракали с утра? Что? Нет. Завтракали? Чего? А я никогда утром не ем. Да? Билет, какой у вас вагон? 12. А нумерация вагонов? А это объявят когда? Мы еще Обычно не знаем, бывает от конца, но чаще всего бывает наоборот, нумерация идет это самое, с головы. Идут сначала дальние, потом ближние. В зависимости. Как самочувствие? А то вы вчера на танцы не пришли, приболели немножко, да? Это не приболело, это случилось ЧП. Да? Это не болячка, это ЧП. А то я уже думал, ну все, прям перед отъездом. Нет, случилось ЧП. Надеюсь, что обойдется. И Ну, слава богу, не будем раскрывать Да, секретов. не буду расстраиваться, да. Но положение было как раз накануне субботы критическое. Да? Я уже в 2 часа ночи хотела вызывать скорую. Ух ты. Да. Но он справился. Ну, слава богу. Все сейчас нормально, Нормально. стабилизируется. Но вот, Ну, судя по вам, да, раз такая. сходила в парикмахерскую, раз. А, вы еще и в парикмахерскую Не сходили? Вчера. А, сумку собрали. Ничего не забыли? Даже, наверное, лишнее взяла. Ну, лишнее, ничего Да, страшного. это свое не тянет. Так, ну что, пойдемте. Валентина Ивановна взяла у меня сама сумку. Хотя мне неудобно, потому что я и спереди, Она и сбоку. легкая, это не переживай. Да, Тяжелая, я бы заставила тебя тащить. По ступенькам я помогу. О, Вот так конечно. вот она катит. Конечно, Так, конечно. хинкальная. Да. Ну, мы сейчас осмотримся с вами, Да, да? надо просто оглянуться, Куда пойдем, посмотреть. Потому что я и сбоку снимаю, и спереди иду, Да. и Вот, у меня занято. Так, вот здесь можно присесть. столы есть. А, вот, и нифига, такие большие. Да, в одной хинкале 280 грамм. О, Валентина Ивановна, Ой, гляньте, какие здоровенные. крокодилы настоящие. Что, будем? Нет, говорю, Чего? нет. С утра попробовать. По Нет, 2 нет. штучки возьмем. Нет, не рискнем. Давай где что по суше. Мы сейчас посмотрим, время у нас есть. Сейчас посмотрим. По суше это как? Чтобы не было намешано никаких специй, никаких этих самых майонезов.
Вот блинная есть. Да. Хотя, да, это... Это же вокзал. А это еще вокзал, Это да. же вокзал. Да вот, Валентина Ивановна, можно посмотреть. Вот тут тоже вон винегрет, все это. Нет, это все отпадает. Разворачиваемся на ту сторону. Думаете, на эту, а там еще есть? Там уже все, там выход. Нет, там вот туда, там тоже есть. Там Осторожно. там нет ничего. Там нет ничего. Я оттуда шел. Да, А. ну пойдемте там. Нет, посмотрим. зал ожидания, пойдем посмотрим. Я знаю, что там только кассы должны быть. Вот. Вы загнали? Вот русская кухня. Мы с Валентиной Ивановной сейчас сюда попробуем зайти. Ну, с утра все спят еще. Да? Да? Здрасте. Вот, здравствуйте. Меню. А у вас есть кофе, там, пирожное, что-нибудь такое? Все есть, да? О, блины есть, Валентина Ивановна. Блины есть замечательно. Есть Блины блины? с сыром, ветчиной, яблоком. Блины с медом, блины со сметаной, блины с брусничным вареньем. Вот. С брусничным будем? Да. Или как? Ну, вот. Блины Ой. с творогом и ванилью, блины с Нет, ну это лососем. отпадает. Слушай, это вообще кошмар. Чего? А здесь чего? Ну, а тут всякое. Редька Редька, да. отпадает, да. Все. Чай. Чай. Клубника. Ну вот, чай тут все Да. это есть. Или пойдемте еще в Муму посмотрим. Да, ага, еще там, и тогда за блинами придем. Все, договорились. Ну вот, блины Давай. здесь. Мгм. Валентина Ивановна, А? цена смущает или что? Вы как-то вы носом, Нет, не цена. носом кривили там. Нет, просто, слушай, блины с брусничным вареньем, 650 рублей. Слушай, это чего? Так он один блин, а может там два Ну, там, или ну, три? два, ну, даже если три, Все равно дорого, да? ну, 650 мука и вода. Ну, я же понимаю, когда там салат туда-сюда, хоть что-то кладется. Ну, Ну, это да. не смеши меня. О, какое панно здесь красивое. А, вон, туда. Вот каша здесь есть. Да. Ух ты, народ. Вот суши-бар. Посадочных мест Полно, да? выше крыши. Вот меню, Валентина Ивановна. Пойдем смотреть, да. Вот меню. Борщ с говядиной, да, это пропускаемый, да, вот. Блинчики с начинкой из яблок. 181 рубль. Это уже. И брусникой. А где ты Ну, вы? пожалуйста, написано. И А, брусники. блинчики с начинкой из яблок и брусники. Пожалуйста. Драники, Отлично. пожалуйста. Пожалуйста, у тебя есть. Что вот. будем? Драники, блинчики. Так, сейчас здесь еще посмотрим. А, блинчики с мясом есть. Я посмотрела вещи. А, что будем? Так, я погляжу, а ты здесь погляди. Давайте. Ну, вместе посмотрим. О, борщ. Вот, блинчики есть. А сколько в порции блинчиков? А, один, да? Один, 180 рублей. Ну, это та же самая ерунда. Что, штук 5 Да, возьмем? да, Берем тогда. да, берем. Так, а драники будем? Ты знаешь, нет, наверное, не будет. Почему? Ну, а что? А, ну, блинов тогда 6 штук возьмем, да? Ты сколько? 6, по 3. Они маленькие, Валентина А? Ивановна. Они маленькие. Да? Да. Ну, давай. Кофе, Нет, чай, да. А, чай. Давай чай. А ты какао Я? свою? Да, Щас, здесь давай, есть оно или давай нет? сейчас. Стол протерла. Конечно, уже порядок. Пойдемте. Пошли. Теперь не волокут. Да, мы уже поднос поставили. Если наш поднос не сперли. Так, блины, кофе, чай, да? Чай. А тебе какао? Я не знаю, Тебе есть какао. оно здесь. Вот он наш поднос. Пойдемте, Валентина Ивановна. Я положил уже. Хорошо. Не повредит. Может, кашу еще будете, Валентина Ивановна? Кашу не будете? Кашу, а ты будешь кашу? Ну, давайте. А какая каша у вас есть? Гречневую? Пшенная и овсяная. Нет. Она на молоке. Исключена. Тогда сделайте нам Блинчики. блинчиков 2 по 3. 2 тарелочки по Они 3. теплые? Не, еще один. Во. И в другую А подожди, тарелку. это с мясом дали-то. А это с мясом, да? А с яблоками, яблоками. корицей, да, да. Так, и еще. Поставь.
Да, да, да. А сметанка есть у вас, да? Вот. Ну я вам не беру. Ну, Валентина. естественно, ты же знаешь молочный продукт. Все, Вот поехали. взяли мы. Я один себе возьму. Бери, бери, разрешаю. Двигайте. Давай, все. Так, ничего не будете еще? Нет. Я? Вот, это самое. Вот, смотрите, здесь еще. Гречневую кашу. Будете? Да, гречневую буду. Просто или все? Простую, чистую. Без масла, без, Без всего? всего. Да, все. Не увлекайтесь. А, это другое дело. Если что, возьмете с собой в Всё. дорогу блины. и Еще съедите. чего. Двигайте. Всё, так, все. И чай. Так, а чай, кофе? Здравствуйте. Какой? Черный, зеленый, Валентина? Черный, черный, черный. Один черный. А кофе есть у вас? Так, капучино один. И 0,4 объем. 0,4. И один черный чай. Так, ну что, вот мы взяли по 3 блинчика. Валентина Ивановна кашу гречневую взяла себе. Я сметанку взял. Кофе капучино 0,4 и чай черный Валентина Ивановна. И всего нам вышло все это 1818 рублей. Ну, с учетом того, что здесь вокзал, вот так здесь и бывает. Ну что, прям каша вкусная. Вот они интересно ее готовят, она рассыпается. В муму или вообще? Как я? А вы так не умеете? Умею. Но не вся гречка попадает. Валентина Ивановна спрашивает очень много, когда мы с вами борщ готовили, про лук. Мы его забыли или специально? Кого? Не, лук. Не клали специально. Мы специально не клали его, да? Очень-очень много. Уже повторила. Вы не читали комментарии? У меня плохо работает. Так, ВКонтакте, ну ВКонтакте там меньше, там комментариев меньше. Хорошие блюда. Видите, они даже, вот Валентина Ивановна уже надрезала, вот видите, начинка. Яблоко и Брусника. А я взял сметанки. Еще спрашивали, Валентина Ивановна, Да. почему хлеба на столе не было? Так что ты отказался есть. А вы? А вы как я, да? А я, как ты. Я хлеб не ем, и Валентина Ивановна в знак солидарности Да. тоже не стала есть Нет. его. Ну и сидим. А вы с этим связь не держите, да, с санаторием? Нет. Так, санаторий у вас в Лазаревском находится или В в Лазаревском. Кости? В Лазаревском. Ладно, чай ваш размешайте, а то я сахар насыпал вам. Давайте, или ешьте, я размешаю. Ухаживаю за вами. М. Так что... А да, прибывает когда поезд? Во сколько, я имею в виду? Он ровно сутки идет. В 10 отсюда выходит и в 10 приходит. В Адлер, да? Или вы где? В Лазаревском. А, ну да, там. В Лазаревском. А, в Лазаревском вы выходите, да? У вас билет до туда. И там до Лазаревского. И там должны встречать. А кто встречать будет? Санаторий, да? Санаторий. И трансфер прям до него, да? Я так не сделала в Ялте. Оказывается, было 3 автобуса. А я ехала городским. Что же вы не прозондировали почву? У меня было написано. Что встречали автобусы, да, в Симферополе?
Ну здесь вы уже такой ошибки не повторите, да? Не. Ну что, по приезду какие сразу планы у вас? Ну, во-первых, буду вспоминать свою молодость. Я не была 50 лет. Поставите чемоданы и сразу на набережную? или Нет, как? ну нет, сначала оформят тебя, потом тебя к врачу погонят. Зачем? А все оформить карту. Давление померить, нет? Давление меряют, но... Сразу по там, приезду? я хочу сказать, там все чисто формально. Не спрашиваю тебя, на что ты жалуешься. Если я ни на что не жалуюсь, абсолютно. Ну, вот и все. Постучите по столу, по дереву, что ни на что не жалуетесь. Нет, ну в таком смысле, ну знаешь, я не из тех, которые пришли ночью, ой, детка, у меня ноги сегодня ломило, ой, спина Ну да, не да. моя. И так. Да, вот скажем, с утра спина была не моя. Ну, Я они- полы мою, ты сам знаешь, без Да. палки, без всего. Я полы мою, как мыли мои бабушки и дедушки. Конечно, в какой-то степени это немножко сказывается. Но потом я разогнулась, И всё. походила. Ну, они все равно должны соблюсти формальность, что там померить. формальность, да. Опросить вас, да? Да, А будете вы говорить им про свое вот это происшествие Нет. ночью? Почему? Это не их профиль. Ну, может это- быть, посоветуете. Нет, ну зачем? Если мне понадобится, я найду врача Лора. Это лор, да? Лор, это лор. Это у них никакого отношения не имеет. Там даже, я просто когда была в Ялте... Чехол хлебните. Давай. Давайте. Когда я в Ялте была, мне хотелось даже сделать анализ Ваше здоровье. крови просто. А. Просто анализ крови. Не делали? Я... Они сказали, надо куда-то ехать, это такая сложность, и я от этой идеи отказалась. Нет, ну как тебе сказать? Как мне объяснили, но я потом расскажу всем, что процедур будет минимальное количество, остальные все за деньги. Да. Да. А вы какие хотите сделать процедуры? Во-первых, я терпеть не могу грязный бассейн, если он не с морской водой, а с водой обычной. Я в него никогда не войду. Никогда. Будет Ма- конец марта, начало апреля. Не рискнете искупаться в море? Вот, это я поэтому беру жемчужные ванны. Жемчужные. Это То как? есть это лежишь в ванне, все бурлит, кипит, и ты вся такая в эйфории, прям красотища. А, там типа джакузи, да? И там Нет, как- нет, нет, ванна целиковая, прям лишь, причем мне приходится им дощечку ставить. Ванна-то рассчитана на крокодилов, а я-то не крокодил, я-то в этой ванне тону, Ну а она да. смеется, ставит доску мне, я доской упираюсь ногами, и начинается все бурлит. вот так, да. Жемчужная ванна, раз, соляная пещера, два, обязательно. Вот, дальше. Какие-то ингаляции, три. Если будет фит и чай, я его никогда не пила. Я не беру эти кислородные коктейли. Но он мочегонный ведь это Нет, чай, нет. Фит и чай сердечный, фит и чай легочный, А. так далее. То есть это специальный чай, который очень был хороший в Ялте. Ничего не могу сказать. Вот. А здесь вы не будете его, да? Нет, я здесь тоже, если будут будет тоже. нормально, да. Я не беру никогда кислородный коктейль. Это когда вот ну эта и дикая пена, Я она это у меня пробовал, мне не понравилось. нет, она у меня вызывает отрицательную реакцию, все. Ну, да. А это все бесплатные процедуры? Эти, или- они как делают хитро? Они делают из 10 5. И кому продлевают, кому нет. Что вы имеете в виду? из 5 10? номер 5. Всего 5 ванн. А. А мне их надо 10. И то есть за 5 надо доплачивать? Да. А я пришла и сказала, а меня не устраивает 5. Давайте 10, да? Да, я хочу 10. И мне сделали 10. Не, Без денег. бесплатно. Без денег. Мне, да, грязь будет. Вот, понимаешь? Вот смотри, у меня с пальцем с одним что-то случилось. Ага. Смотри, что-то случилось. А что случилось? А я не знаю. Вот, ну, знаешь, не забывай, сколько мне лет. Ну да. Это- Вы имеете в виду кривой или что? Нет, вот какие-то А. две фиговины. На суставе, да? На суставе, да. И я делала грязь. Я ее здесь тоже, если будет. Дальше. Я всегда в Сочи принимала мацесту. Это специальная ихняя лечебная вода. Я хочу мацесту, если будет, принять на ноги. Так как я танцую, ножки мои должны меня не подвести, я мацесту постараюсь принять. Даже если будет платно. А Я там будут танцы?
Или вы пока не знаете? Не знаю, но кто был, сказали, что очень плоховато. Да мы найдем танцы. Там интересно. В городе, да? Типа Дом офицеров или еще чего-нибудь. К офицерам пойдете, да? А как же? Ну а с кем тут звать-то? А вы уже с кем-то общались, кто там отдыхал, да, в этом? Наташка наша, Лебедь, отдыхала. А. И что, ей понравилось там? Да, ей понравилось. Одно маленькое неудобство. С пляжа я должна спуститься на лифте. К пляжу. Ну, это нормально, я считаю. Это не то, что в Ялте надо по горам идти вверх-вниз. ножками. 350 ступенек, да. Это да. А здесь на лифте Я думаю, да. поднялся. Так что, конечно, А, как самое говорится, главное, я себе наметила культурную программу. Озвучьте, если не секрет. Обязательно. Я буду в дельфинарии. Там необыкновенный дельфинарий. Сказочная природа, подводная. Дальше дендрариум. Абсолютно. Обязательно. Дальше я схожу на морской вокзал, на который я приплывала еще на пароходе Шатар Руставели. Шатар Руставели. Я помню это этот, гигант. Ну, я на нем плавала. Я в Ялте его неоднократно А я на нем видел. плавала. Поэтому, понимаешь, посмотри дальше. Моя молодость, самый первый санаторий в Ялте был санаторий «Сокол». Санаторий В Ялте или в Сочи? Ой, в Сочи. Санаторий «Сокол». Летчиков. Сохранился он, не сохранился, есть или нет, буду искать его. А вы помните к нему дорогу? Конечно, я помню. Ну, сейчас я понимаю, что все перестроили, но не Ну да, важно. там к Олимпиаде. Да. Я совершенно попрошу, скажу. Вот. Дальше, что я хочу сказать? На рынок обязательно ялтинский схожу. Сочинский. Ой, Вы все ой, Ялта, ну, Ялта. Ялту Ялту мне любите? навязывал, да. Все, сочинский рынок обязательно схожу. И мне нравится, когда был сочинский рынок, да, Ага. и к нему вела тихая улочка тихая вела, и она была с частными домиками. И эти частные домики были все увиты розами. Наверное, сейчас этого не сохранилось. Потом, конечно, посмотрю вертолетную площадку, с которой мы летали в Сухуми. То есть я свою молодость прогуляю 50 лет спустя. Получится, не получится, не знаю. Самое главное, чтобы еще и соседи хорошие попались, да? Ты знаешь, Игорек, а я не переживаю. Чего? Ночь я как-нибудь перетерплю. Ну, это одну-две ночи, ну не 18 ночей. Да, а коридор для чего? Ну что, вы как бомж будете в коридоре? Нет, ну был уже у меня на диване. Весь срок я в санатории проспала в коридоре. Было спать невозможно. Ну, но это уже в крайности. Это крайность, да. Ну, будем надеяться, что будет Да. все хорошо. Нет, ну я надеюсь, что все будет окей, абсолютно, что будет хорошо. Есть другим путем. Руками будете, правильно. Салфетки есть. Другим путем. Почему всякие? А то варенье все вышло на тарелку. Мгм. А вы варенье любите это. Сейчас подошла женщина, и Валентина Ивановна в комплиментах рассыпалась. Похвалила за внешний вид, за как держится, говорит, энергетика очень сильно идет. Ну и что-то камеру не включил. А что я тебе хочу сказать, Игорек? Мне вчера звонили, Кто? не скажу, Ну и не но, надо. но и сказали, мы так переживали, что узнали, что у вас что-то не все в порядке. Что, ради Бога, все такое прочее. Это так было приятно. Ты понимаешь, в чем дело? Люди искренне, просто искренне. Ведь не заставишь человека из-под палки звонить и лицемерить. Лицемерство сразу чувствуется, а это искренне. Ну, конечно, Галя позвонила. Конечно, дочка, которая в Швейцарии. Я ей подарок приготовила на 8 марта. Она же так и... Я-то не была. Так и не вручили пока. Я не вручила. Я ей сказала, Галочка, я перед тобой так виновата. Он у меня лежит дома. Ради Бога, забудь об этом. Я говорю, никогда. И все. А, она позвонила вам тоже, справлялась, как у вас дела, Да, да? да, Ну, правильно. да. Я ее на танце вчера видел. Да. Так, а обратно у вас поезд когда? 2 числа? 2-го. Я приезжаю 3-го. Во сколько поезд приходит? Так же, так, только обратно, Москву? нет. Уезжает в 10 с копейками вечера и в 22 с копейками вечером. вечера приезжает. Да, я тебя забыла спросить.
Ты сказал, что ты будешь уезжать по своим делам? Нет, Ну, просто, да. да, чтобы, значит, я тебя приеду застану или Да, нет, да, да. это другое дело. Потому что, Ну, вы 3-го приезжаете, я Да, постараюсь ре- приехать встретить вас. да, это другое дело. Просто я когда посчитала туда-сюда, зная твое день рождения, понимаешь, в чем дело? Никому не говорите. Я не говорю. Я не Если- говорю. Но не в этом дело. Просто я думаю, ага, значит, мы наперекосяк пошли. Вот так. Если в Ялте вы были, в Ялте вы встретились опять, но в Сочи далеко ехать на машине. В Ялте рядом, Да, да. в Крыму когда. А в этом году уже все, у вас лимит исчерпан, да, или... Это не обязательно. Как поставят на очередь, какая очередь и как она идет. То есть не исключено, что в ноябре... Не исключено. В октябре, в ноябре можете еще Может куда-то быть, поехать. Ялта или Калининград. Здесь зависимость от очереди, от желающих. Но ты сам понимаешь, что в нашем возрасте не очень многие ездят далеко. Ну да. Они берут Подмосковье. Я Подмосковье не возьму. Хотя, Вам не нет, нравится, нет, да? есть красивые санатории. Мы были с Марком в очень хороших санаториях, да. Мы были даже на Волге, очень хорошие, на Плесе были. Прекрасные. Но я сторонник куда-нибудь. А дальше? А дальше? Ну, судя логике, в Ялте были, сейчас в Сочи побываете, надо Калининград вам Калининград, да. освоить. Да. Вы же там неоднократно были? Ой, неоднократно. Я работала там с Калининградским госуниверситетом имени Канта. Я туда летала очень часто. Мне там так нравилось. Я там была на этих раскопках. Потом я там пробежалась. Светлогорск. И все эти маленькие городочки, понимаете? А когда последний раз были там? Ну, если считать. Если я ушла в 82 года с работы. На пенсию? Значит, да. А, уже как Да. минимум Как? 10 лет. 10 уже. лет, да. И как вот с Марком я стала, так что мы стали ездить по санаториям. А нет, мы с Марком были в Калининграде. Были еще. Были, да. И его, как инвалида, участника войны, только через вип-зал. Ну что значит нашему советскому человеку повезти в вип-зал? Вы, блин-то, ешьте. Съем, не волнуйся. Ну, Но мы же всегда всего боимся. Ну да. Как же? Иностранцы пьют, наливают, едят, все что угодно. К нам подходят и говорят, а что вы сидите? И тут уже я проявил инициативу. Я говорю, так, вино или коньяк? Он коньяк. Я коньяк наливаю так. Так, это пирожное или это пирожное? Это пирожное. И спокойно. И нас посадили в самолет в Калининград. Последними. Вы там задержались и в зале? Нет, специально. Бизнес-класс, когда уже все сели, чтобы мы никого не ждали, никому не мешали, и нас провели и посадили. Это было очень приятно. Как инвалиды, участника войны. а, кстати, спрашивают, я-то знаю, но вот спрашивают, у Валентины Ивановны есть какая-то инвалидность или, Да, если не секрет? да, да. Инвалид 3-й группы по кардиологии. Кардиология – это сердце. Сердца. Да, да. Но от лекарства отказалась, и только не отказалась от санаторно-курортного лечения. И от лекарства отказалась полностью. Лекарство Всё, другое, покупай, да? ну, Другое, да, Валентина Ивановна? Нет, ну дело в том, ну Игорек, ну вот мне сейчас надо было купить ингалятор. Они мне его в жизни не дадут, а он стоит 2500. Вот я купила ингалятор за 2500. Вчера мне понадобилось одно лекарство, которое вот так надо было, да, 700 рублей. То есть не глядя. То есть если пойти в аптеку, и что тебе надо там купить, если что-то необходимо, без 2-3 тысяч ты не уйдешь. Да, А? сейчас в аптеке. да. Это очень дорого. Но, а когда ты имеешь это, выписывают валидол, волкардин, зеленку, еще чего-нибудь. Ну, То, слушай, что вам не надо. никому это не надо. А что брать? Волкардин? Ну да. Валидол, который стоит 100 рублей. Вот это бесплатно все, да? А какие нужны действительно лекарства, те за деньги. Все дорогие лекарства, когда я лечила глаза, Еще тем более импортные, если. и глаза я лечила с катарактой, капли были от 1900 флакон, от 1900. Так. Ну да. А, Так что, Вкусно, а жуть.
Нравятся блинчики, да? Ну, с брусникой вам. Хорошо, удачно мы зашли, да? Конечно. А вот сравните, помните, мы в Муму сидели Ой. на Масленицу? Ой, Те ой. блины и Муму вот на вокзале, вот эти лучшие блины? Я говорю, те мумушные блины, когда ты ко мне в следующий раз в гости придешь, они у меня лежат в холодильнике, Вы так и я не их, съели? нет, я их брошу на сковородку, они замороженные, продаются в пятерочке, и подам тебе блины испеченные. Скажете, сама испекла, да? Никогда в жизни не скажу этого. Кстати, мы же вот когда борщ готовили с вами, и там пишут, вы же сказали, что блины тоненькие, не умеете печь. Да. Там столько рецептов уже накидали, как и это все делают. Так что, Валентина Ивановна, Буду учиться. А? Если позволят мои руки это освоить. а другие знаете, что пишут? Говорят, ну понятно. Понятно, почему до 92 лет дожила. Кухня это не ее. Неправда. Ну, Игорь, я честно сказала, когда ты снимал, Что могу, что не могу, правильно. что у меня очень хорошо получаются первые блюда. Что уха, что рассольник, что борщ, что еще что-то такое. Прекрасно. Даже я когда отдыхала со своей подружкой Тамарой Петровной, Я за временем слежу, ой, у нас чтобы уже поезд без нас не ушел. хорошо, мы догоним его. Ничего, О. Для отправления 40 минут осталось. Неправда. Да. Уже 10? Уже 9:22. А у вас 10:05. Нет, 10:40. 10:40 поезд? А, ну тогда еще час 20. Ну тогда не торопимся. Я когда тебе билет покажу, какую сейчас сделали машину, ты тоже будешь смотреть вот так глазами. Ну, Мне- потом покажете. Я покажу. Кстати, уху-то я вашу пробовал. Да, Мне понравилось очень. А теперь требует сам процесс. хорошо. Сделаем? Сделаем, приеду и сделаем. Покажем рыбку, покажем все. Купим всё, как все, положено. все как и покажем, какая она золотистая, какая она вкусная. И главное, рыба-то недорогая. Всего-навсего килограмм 450 рублей стоит. Но ее надо найти, купить. Именно только из этой рыбы, а из другой. Ты знаешь? Нет. Я даже брала ситрину. А, Слушай, не то, да? решила себя побаловать. Невкусная, пустая. А ты ел вкусную, ароматную. А как рыба называется? Или не Она скажете? называется в разных... Нет, я нахожу. Она в разных местах называется по-разному. Где она называется снежная, где еще каким-то названием, я не знаю. Она просто очень красивая, белая, порезана стейками, и она производит впечатление. Но Где вы жаль, ее берете чаще всего? В каком магазине? я ее чаще всего беру на оптовке у метро. А, в магазине такой нету, да? Нет. Так что, понимаешь, о том, что я честно говорю, что я умею. Да? Вот я умею готовить, предположим, там, как тебе сказать, я умею приготовить рис. Могу приготовить очень хорошо, как надо, положено, да? Так, ну, макарон по-флотски, сами понимаешь, это здесь надо только сочетание хорошей тушенки, чтобы было, да, это самое. Дальше. Я могу сделать очень хорошее тушеное мясо. Да, вот еще что я сделаю. Что? Усенка с апельсином. Ух ты. Ну это мы Да. сразу в одно видео пихать не Нет, будем. нет, просто утенок с апельсином. Я просто попробовала, я никогда не верила, что апельсин может что-то дать. Мне казалось, что это туфта. Но я попробовала для себя сделать, и потом стала делать. Это вкусно. Но это в гусятнице. Это не на какой сковородке, все. А вот, И но утку что? еще найти надо. А? Утку надо найти еще, да? Это не утка, это утенок. Это окорочка утиные, А. это филе утиное. Уже это тебе не разделанное, какая, то есть. конечно, тебе еще дохлую утку, которая одни кости. Да. Поэтому я хочу сказать, они пусть не говорят, блины печь не умею, пироги печь не умею и не собираюсь уметь. Вот я съела с огромным удовольствием. Пишут, давайте мы приедем, вам испекем блинов. Вопросов нет. Ради Бога. Если такие хорошие хозяева, предоставим такую возможность, покажите свое мастерство.
У меня сковородки хорошие. Правда, чисто блинной у меня нет. И сковородка должна быть чисто блинная. Да. Чтобы не прилипало там. Нет, она какая-то особая. Это не для меня, ты понимаешь? Пироги печь это не ваше. Не, Возле... не, не. Пыхтеть возле плиты раскраснелся, как этот, как самовар, да? Зачем, если можно куда-нибудь пойти и купить? Да нет, 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 не поэтому. Понимаешь, зачем портить продукт, если у тебя не получается? Я пробовала, Ну да. они у меня не получаются. Это не мое, не мое. Поэтому, что мое, я с удовольствием не только покажу, но и приглашу. Так у вас точно 10:40? Игорек, Ой, внимание. А то вы мне сказали 10:05. Да, я тебе и сказала правильно, 10:05. Но, когда я одела очки, Ну дайте я проверю. на, пожалуйста, теперь я увидела. Я уже на табло увидела. 10:40. Прибытие 10:05. Это Он пони- даже ты- чуть меньше суток идет. Так, смотри здесь вверх. Ты вверх смотри. 10:40, да. Вот. 10:40. Вагон 12, место 3. Да. Такие билеты сейчас стали А, чудные. слушай, ужасные билеты. Раньше были В красивые. них да? ничего не поймешь. Давай. Кстати, Чего? сейчас где-то тут. Ой. Я хотела показать сумочку. Это именно мне подарили специально для Сочи. Это на день рождения вам подарили? Да, на день рождения для Сочи. Галя подарила со своей дочкой. Это я видел, когда вам дарили. Да, да, да. Ну как, нормально? Чай ведь правда хороший, Игорек? Конечно. Нет, хоть тебе и не очень сначала нравился, но ведь по качеству он оказался хороший. Да. Да, Но я все равно больше. да. Кофе, Больше кофе больше люблю. кофе любишь, а я чай черный. Не, ну чай, кофе, говорят, часто пить очень вредно. Чего вы смеетесь? Да. Она взяла и сказала, я отнесу ее чемодан по ступенькам. Вагон-то двухэтажный, вниз по ступеньки. А у вас сейчас какой этаж? Первый. Я На беру первом только взяли. первый. А тогда второй взяли. Нет, все время первый. М. И все время первый. А зачем мне на второй? Ну да, Зачем? прыгать туда-сюда. Нет, потом там уже, во-первых, купе меньше. Только вот с соседями повезло, как я вот уехала. Ох, какие мальчики у меня были. Му. Просто нет, просто были интересные люди, хорошая была беседа, все. Но, Время в поездке прошло быстро. да, да, Еще и в Тамане. в Тамане вообще, Да, с вами в встретились. Тамане вообще Игорек появился, тут вообще. А эти потом, которые со мной жили, говорят, а мы в окно смотрим, и что это там происходит? А, Наблюдали, видели вас, да? наблюдаем, да. Что там происходит? Я говорю, ничего. Меня просто встретили. А уж когда ты приехал в Ялту, ты понимаешь, да, кстати, то, что мы с тобой сняли, этот самый борщ, сколько посмотрела приблизительно? Сейчас, вот я утром уезжал, 72, по-моему. Ну, это 77. не очень много, это средненько. Так что будут вам еще писать борщ. Одна уже пишет, назову борщ имени Валентины Ивановны. Ну, ладно, Так что у вас теперь будет Ой. фирменное блюдо. не говори. А еще, если сделаем уху, утку, или, как вы Утенок, говорите, утенок утенка. под апельсином. Вы, кстати, телефон-то еще не настроили? Сейчас я тебе с телефоном объясню. Так, Любы Франции нет пока еще. Так, 9:31. То есть у нас фактически ровно час на все, ровно. Пока мы закончим, пока пройдем, пока поднимемся, кое-куда сходим. Так что Так, что с телефоном вы мне объясните? с телефоном история следующая. Я пошла к тому человеку, который мне обещал. Угу. Он ушел в отпуск. Так, нету. Дальше у меня есть один хороший мальчик, который мне ставил всякие программы. Он сказал, сейчас у нас проверка комиссии, заняться не могу. Времени нет, да? Да. В-третьих, тот, который самый мой главный,
Его мать получила квартиру, и он полностью завяз с ней на это оформление квартиры. Понимаешь, тоже ничего не получилось. Все. Новенький телефончик в пакетике. Кстати, вилку я купила. Вилку Купили, я да, купила. всё? Ну, теперь, значит, я вам его настрою, потом время будет. Перед тем, как встретимся, вы его поставьте на зарядку сразу. И до полной зарядки зарядите его, чтобы был. И потом будем Ну вот так. настроивать. Это вот я сказала, поеду со старым. На рысях ничего делать не буду, потому что испортить мне не хочется. Правильно. Тем более мне еще привыкнуть надо. Да. Я же чайник. Я честно говорю, что я чайник. Я к этой технике отношусь. Ну, принцип есть у всех телефонов один и тот же. в основном. Ну, я понимаю, но немножко по-другому здесь, немножко по-другому здесь. Это же надо все. Ну, я курсы-то кончила. Если бы мне еще бы дали бы хотя бы на недельку практики, и вот цены бы мне не было. Ну, вам и так ее нет. Да, бывает. Да. Но Что вы делаете? нет, не в силах. Я же ела гречневую кашу. Так мы еще сидим, может быть, еще и Нет, сидим. есть я уже не буду. Так, давайте в дорогу возьмем еще штуки 3 в контейнер. И еще, у меня же с питанием вагон. Что? С питанием? Вы там с голода не помрете. Не, а я еще с собой взяла. Еще и еды с собой взяли? Да, я взяла огурчик свежий, помидорчик свежий взяла. Что еще взяла? Сыр хороший взяла, хотя я его не ем, на всякий случай. 2 кусочка хлеба взяла. Вот, и чего-то еще вкусненькое взяла. И шоколадку, конечно, взяла, естественно. Борщ без хлеба ели. Да, да, нарушили все традиции. Ну как, понравился вам борщ без хлеба? Очень даже. Да. Закрыть? Да, закрывай. Сейчас я сделаю. Шофер вез на такси, приехал вовремя, все. Ой, разброс цен дикий. Набираю все девятки Яндекс. Другого я телефона не знаю. А другого и нет. Я не знаю. Нет, Ну там другие такси какие-то. совсем разные цены. Я набрала и говорю от 11-й Парковой до Казанского. 1450. Я говорю, нет, это дорого. Отмените заказ. Пошла на кухню, думаю, ага. И как я с этим чемоданом буду колдобоиться на переходе, особенно на Казанском вокзале. Ну да. Набираю снова. И говорю, хорошо. Другая. Нет, Валентина Ивановна, я на секунду перебью. Там каждые 5 минут и каждый раз разная цена. Там Вот. зависит от Да, загруженности да, дорог, да. от наличия машин, там я много говорю, факторов. все, откуда? От 11 до Казанского, все. Мне все называют, все. Я даже не спросила цены. Абсолютно. Все. Вот. Он сначала мне смс-ку прислал, что он подъезжает А вы наличкой платили? да? наличкой. А когда я вышла из этого Из машины? подъезда, А, нет, из подъезда, он уже стоял. Он уже хороший дядька, все. Взял у меня в чемодан, сумку погрузил, все. Поехали, разговорились. Что-то такое. Он живет у нас, оказывается, на 16-й Парковой. Я на 11-й сосед. Парковой. Соседи. Мы поговорили, мило, все. Я говорю, а вот я еду в санаторий, 2, в общем, такая вот ерундистика. А потом я говорю, что-то такое, жизнь кончается. Я говорю, у кого, у вас, что ли? И сколько же вам? 56. Я говорю, чего? 56 лет жизнь кончается. А вы как думали? Я говорю, я думаю по-другому. И говорит, молодой человек, а сколько вы мне дадите? Да я не увидел. Я говорю, вы все же посмотрите. Посмотрел так. Ладно, 70 уже есть. Я говорю, как хорошо, добрый ты человек. А ты не хочешь 92? У меня чуть машина в бордюр не врезалась. Это, говорит, что, шутка? Я говорю, нет, я честно вам говорю, я вас попросила сказать. И всё. Я говорю, поэтому не думайте, вам всего 56, мы вас ждем в Сокольниках, на танцы приходите. Да, я знаю, вот я в Гальяново жил и начал рассказывать. Я говорю, вы про Гальяново забудьте, вы давайте в Сокольники приходите. Вот так вот. Так сколько за такси-то отдали? 980. О, видите, тут Я уже 500 другое. рублей сэкономили. Да, уже 500 рублей сказала. Ну я говорю, тут по-разному. А звонили туда же. Туда же. Можно позвонить через 5 минут. А Юрка мне заказывал тогда, в Ялту я поехала, 650. Было тогда. Да, 650.
Я не будем грустно. Не, ну, Слушай, а чё все щас? равно я тащить по лестнице Да, не себе собираюсь. дороже обойдется. Себе дороже обойдется, нет, и даже. А потом я что, каждый день, что ли, езжу Вот на вокзал. именно. Так что мы с вами все аэропорты объездили. Теперь на очереди вокзалы. Вот Казанский уже есть, да? Ленинградский сейчас Скоро откроют, как его отремонтируют, да? приедем Еще. посмотреть его. Обязательно, когда новый сделают. Я же была на старом еще, понимаешь? Я же ленинградский представляю ленинградский и московский в Ленинграде. Потому что у меня командировок, одинаково было, у меня да. командировок в Ленинград была куча. Я там неделями жила. Я Ленинград знаю вдоль и поперек. Я помню, меня с Ленинградского вокзала, у нас пересадка была, когда в Мурманск везли, в Мурманскую область. А поезд, как сейчас помню, был Москва-Никель. И вот с Ленинградского вокзала, да. Ну, в Мурманске мы вылезли, там и дальше в Североморск. Так что такие дела. Сейчас на ремонте, он говорит, сделают там красиво. Да, там делают, да. Посмотрим как. Да, посмотрим. Я не знаю, чего сделали с Рижским. А его продали вроде. Я уже. вот я тоже это слышала, но из него чего-то хотели Ну, сделать. какой-то музей, скорее всего, сделают. Слушай, ну самое интересное, второй вариант объявлений. Открыли торговые центры во всех районах. И ты что думаешь? Их уже теперь переделывают. Вот Переделывают? культурные центры. Вводят туда МФЦ. Вот уж на Щелковской уже давно существует. Дальше, ну, кинотеатры тоже во многих существуют. Но дальше будут выставки и так далее, и тому подобное. Потому что, вот если взять наш Первомайский, там сплошная торговля. Правда, наверху есть немножко кинозал и игровые какие-то комнаты. Все, остальная сплошная торговля. А торговля такая, нет ничего. Сейчас, потому что Валберис и Озон забили все, всех конкурентов почти уничтожили. И вот эти торговые центры, они просто нерентабельные. Там где-то А, остались... кстати, только с с едой руководителем Озона, нашим, московским, я работала вместе в издательстве. Ну, видите, И он при какие. мне открывал Озон, книжных магазинов, Озон. Вот, понимаешь? И у него сразу пошло. Он всех наших обставил. Его никто не верил. Звоните ему, пусть на работу вас берет замом. Не хочу, Замом будете. не хочу. $1 миллион в месяц зарплату, и все. Работать сейчас я уже, Игорек, не хочу. Не будете работать, будете сидеть, указания раздавать. Это нет. Я только пахать. Нет, я не умею. Я организовать могу, нацелить. Вот выезжаем на сбор яблок. Ну вот Кто, будете кто организовывать. покурить, кто туда, кто сюда. Я притащила лестницу, я притащила корзинки и сказала, так, все, пошли. Яблоки собирать? Бригадир приехал, а у нас все собрано и стоит. К 12 часам мы все сделали. А так бы мы и до вечера. Ничего. Нам в виде благодарности каждому по ящику яблок дали. Куда вы их дели? Домой привезу. Съели? На такси. Не, ну понятно, не выкинули. Естественно, Я имею в да. виду, куда Да. дели там. Нет, но главное суметь. С 9 утра мы рано приехали. И к 12 все, что нам отмерили, мы сделали. А эти ребята пошли туда, пошли сюда. Фигушки. Особо не торопились. Они не хотели. Они решили шучкануть. А тогда это было добровольно обязательно? А добровольно обязательно. Ну, раньше, да, колхозы, я помню. Дальше в институте, мы работали в Измаиловском парке на расчистке лесного хозяйства. У меня даже есть фотографии, только они у меня на предельной, да. Подлесок убирали? Нет. Измаиловский парк, лес. Ну, лес, а подлесок, чтобы И чисто было. подлесок, и траву, и все. И вот мы все грязные, как собаки, абсолютно с граблями, и все. И как у Ленина тащим бревно 3-4 муравья. Это надо видеть. Все это сфотографировано у меня есть. Да, работали. Все делали. Хорошее время было. А так, ну как вам блины, Валентина Ивановна? Хорошие? Блины очень хорошие, очень вкусные, каша тоже хорошая. Чай так, ну как обычно, чай Чай, вот здесь из чай. пакетика, да. И ничего. Чай можно. Ладно. Ну, еще 40-50 минут у нас. А нам уже все, Сейчас как раз будет потихонечку нормально, будем да, собираться. пойдем, состав подадут, найдем свой вагон 12-й, а потом очередь хвост выстроится. Сейчас бы хорошие соседи по купе, хорошие, без детей, без кож. А, кстати, у меня вагон
без животных. Без животных. Без Значит, животных, не будет да. у вас Да, собак. без животных. Так что, Специально. Но это доплата, Игорь. Я за все ну, доплата. за животных доплачиваем. Да. Вот. Так, ну все, тогда потихонечку собираемся Да, и потом потихонечку. включимся еще. Да, когда уже там Обязательно. будем, да. Всего. Да. Что-нибудь, Собираемся. сейчас что-нибудь красивое увидим еще. Так, ну что, вышли мы на перрон. Вот он наш первый путь. Москва-Адлер. 10:40 отправления. Выкатил я сумку Валентине Ивановне сюда. Вон она стоит. Я специально пошел посмотреть. И весь народ сюда сейчас идет. И мы сейчас пойдем. Не ругайте меня еще раз. Я снимаю, у меня руки заняты. Здесь легко катить, да, Валентина Ивановна? Сумку легко катить? Легко. Вот, Валентина Ивановна сама потихонечку. Потому что я снимаю, иначе вы не увидите. Как я? Не торопитесь, Валентина Ивановна, время еще есть. У нас 12-й вагон. Ну и что, еще 40 минут. Даже посадки еще нет. Так что... А вон смотри, какие долго. Вы же смотрите. Я терпеть не могу. Двухэтажный. Катятся годы, и назло всем так хочется жить без забот и проблем. Куда несется мир? Скажи, зачем? Ах, если бы знали мы все наперед, что и когда будет с нами, где повезет, а где наоборот засада ждет. Мы б не чудили, Мы бы соломки постелили, все бы проблемы победили и веселились бы назло врагам. мы желаем вам, пусть будет праздник, пусть вам поднимет зарплату начальник. Мы желаем вам, пусть будет счастье и повезет обязательно вам. Всем врагам назло, пусть будет праздник, пусть будет праздник, праздник проказник. Мы желаем вам, пусть будет счастье, море надежд и любви океан. Катятся годы, и каждый день так хочется жить и любить все сильней того, кто твой родной И только твой. Кружится, кружит над ней карусель. Где же ты, нам очень нужен праздничный день. Ты приходи. Вот я с сумками иду, а то скажете, я не веду. Сейчас специально уделяю этому внимание. Неудобно, конечно, снимать, но вот доходим, половину прошли. Вон Валентина Ивановна вперед убежала, если ее видите. О, Россия, Жириновский вагон, гляньте, какой. И народ уже в очередь выстроились на посадку, как я всегда говорю, на погрузку. Народу много, видно, поезд будет забит до отказа. Ну, вон она, Валентина Ивановна, идет, видите? Вот она, бодрым шагом. А мы с сумками. Так что сейчас на 12-й вагон, это еще хрен знает куда пилить. Сейчас выключу и там уже возле вагона включимся. Вот Валентина Ивановна немного набрала. Все. Так, ну вот мы добрались, да, вот Валентина Ивановна Ой, стоим, ой. очередь. Ой. Валентина Так. Ивановна, Российские железные дороги. 12 купе, Да, да. 3 место, нижнее. Валентина Ивановна Да. будет уже на месте. Завтра утром в 10:05, да, тоже так же прибытие? Да, прибывает, да. Прибытие 10:05. Так что настроение бодрое, да, Валентина Ивановна? Абсолютно. Настроено. Во-первых, солнце, хорошая погода. Во-вторых, как говорится, отдых. В-третьих, Сочи. Целых... Сколько получается вы там, 18 дней будете? 18 дней, да. Да. С 16 по 2. Ну вот.
тут очередь уже в ваш вагон Да, нету. подходит. Так что А вон, смотри, можно сколько. было и не занимать. Смотри, второй этаж, вон сколько. И первый этаж. 64 1,32. места. Да. Конечно, А куда же вы смотрели, когда покупали? Сейчас посмотрим. Валентина Ивановна очередь занимает все. Переживает, что не уедет. Пожалуйста, да. Это где же такое 23-й купе? Это самый конец, что ли? 23 купе, а у нас даже нет такого. Не, у Сейчас вас по- 12-е, Валентина Ивановна. Место 3-е. Место третье, да. У вас третье место, первое купе, первый этаж. У вас Первое прям купе. первое самое. Так, давай. Можно? Пошли. О, пропустили нас. Чтобы пройти можно было. Вот она, первое Вот, купе у вас. вот, я прям. знаю, вот. А вы переживали. Да, я переживала. Я переживала. Валентина Ивановна уже на месте. Да, все. Вот ее купе. Я расположилась, первое. все. Видите, вот с первого по Да, четвертый. все, пойдем. Пойдемте Вот, на улицу. вот эти ступеньки я не люблю. Вот они. Ну, потихонечку за Да. поручень. Нет, я к чему? Потому что, смотри, вот сюда, здесь Здесь чай, вам хорошо, чай, тут да, все, да. Чай все здесь, рядышком. Да, а туалеты все туда с той далеко. стороны. Ну ничего, вы прогуляетесь зато. Прогуляюсь, конечно. Да. Конечно, прогуляюсь. Пока дойдете и уже Да, переходите. все, спасибо. Все. Все. Ну, давайте вот сюда отойдем. Всё. Вот ваше купе получается, да? Вон ваша сумка. Уже тормозок вам стоит, видите уже? А? Уже тормозок стоит, вон он. Ну вот я удивилась, Вы с обычно. питанием здесь. С питанием я была, когда мы в Ялту ехали, уже вода стояла на столе. Ялта стояла, здесь воды нет сейчас. Ничего. Ну, сейчас доставят вам. Доставят, да. Так, Люба, наверное, все же заболела, по всей вероятности, потому что она очень долго бегала в этот самый. Так что. Сейчас, Так, что у нас по времени, Валентина Ивановна? не знаю, сейчас. Я посмотрю. Ну что, Валентина Ивановна, вы скажете своим подписчикам? Что я могу сказать подписчикам? Дорогие подписчики, Зрители. тоже зрители, да. Ради Бога, надейтесь все на лучшее. Может быть, и вам также повезет. Дадут путевки в санаторий или к себе на дачу поедете, будете отдыхать. То есть сделайте себе передышку, сделайте себе маленькие радости. Я, например, счастлива, что я еду в Сочи, в город своей молодости. Я такая счастливая, что мне там, надеюсь, все понравится, хотя, наверное, многое и не узнаю. Спасибо вам за добрые слова, которые вы в отношении меня пишете, и до скорых встреч. А встреча будет только через сколько? 3 апреля я приезжаю, значит, после 3 апреля. Ну, а я постараюсь 3 апреля вас встретить, если, Хорошо? если в Москве Созвонимся, буду. да. Да. Ну, Всё будем будет нормально. созваниваться. Да. Хорошо, На этом да. будем заканчивать. Заканчиваем, Валентина да, Ивановна да. уже вот пора. Ну, еще посмотрим в окошко, заглянем Да, тогда. да. Всего вам хорошего. Подписывайтесь на Валентину Ивановну и пожелайте, давайте все вместе пожелаем ей Да, всё. хорошего отдыха. Ну вот, Всё. Валентина Ивановна, видите, показывает. Ставьте Счастливо, лайки счастливо, и счастливо. комментируйте. Всего вам хорошего и до свидания. Девушка, вы же Да, наша, да? да. Вы, а? В 12 вагоне? Да, едет. Вместе Ой, едете. классно, да? мне повезло, что вы мой пассажир. Да? Ну вот. Так что, видите, вас все узнают, Да, Валентина сейчас Ивановна. еще в поезде, подожди минутку, потом еще будет. Да, но вот немножко, конечно, мы пойдем первым, перед нами чуть-чуть, два только, еще один вагон, мы придем, и туда придется, я не помню, как он приходит у нас. Все, Валентина Ивановна пошла в вагон. Всё, мы Сейчас в там окошко. созвонимся. Давайте. Всё, Валентина Ивановна. Валентина Ивановна там обед, наверное, какой-то. О, вода. А вы говорили, воды нет. Это вот набор уже, видите, тут в купе уже вот 4 таких лежит. И вдвоем, пока вдвоем, да.
Только две нижние полки заняты. Пока, может быть, кого-то подсадят еще. Но пока вдвоем. Ну все, Валентина Ивановна уже расположилась, девочка с ней там, молодая соседка ее будет. Ну и пока никого. Может быть и доедут. Где-нибудь по дороге подселят. В Рязани, там, в Воронеже, может быть. А так все нормально. Валентина Ивановна сразу, не отходя от кассы, уже вон бельишко себе расстилает. Сейчас мы посмотрим. Немножко отсвечивает, но уже всех в вагоны попросили зайти. Сейчас будет отправление поезда. Никак не откроет что-то. Открыла. Тапочки. Вот все, в тапочке, зубная щетка, ложечка, все дела там. Весь дорожный набор. Зубы чистить и ложечка. Ну все, поезд поехал. Валентина Ивановна машет руками. Все, счастливого пути. Вон электровоз. И всего 14 вагонов в составе. У Валентины Ивановны 12. Нумерация при отъезде с хвоста поезда. Ну, я думаю, в пути еще несколько раз направление будет меняться. Но все равно. Так что до 2 апреля. Вагон Быстро. Сейчас отменили рестораны, теперь называется вагон Быстро. Там, наверное, какая-то кафешка какая-то. Побежал, видите, бегом. Все, не успевает. Ну и все, и вот почтовый вагон последний. На этом все, дорогие друзья, буду заканчивать это видео. Ну и ждем вестей с отдыха. А вы не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Всего вам хорошего и до новых встреч.